Всем привет! Вы на канале Кэт Рукодельница. Сегодня мы будем вязать красивый ажурный узор спицами, который будет очень хорошо смотреться в летних вещах, особенно в кардиганах или жилетах или туниках. Узор вяжется очень просто. Высоту раппорт составляет всего лишь 8 рядов, хотя сам по себе раппорт достаточно широкий и в ширину он 18 петель. Благодаря этому даже тоненькая пряжа будет смотреться в этом узоре хорошо. Например, я здесь использовала пряжу из Троиц, Каландыш. Это хлопок. Достаточно ниточка тоненькая. Спицы брала 4,5 мм, чтобы узор был более рыхлый, более ажурный. В этом узоре косы я вязала без дополнительных спиц. Уже дальше покажу, как это делается. Я просто меняла петельки местами. И с изнаночной стороны узор выглядит вот так. Для вязания узора мы набираем количество петель кратное 18, плюс 2 кромочные петельки и плюс еще 3 петли. Приступим к вязанию первого ряда. Кромочную мы снимаем. Начинаем ряд, вяжем 1 лицевую, затем 1 накид. И дальше приступаем к вязанию раппорта. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Затем просто 2 лицевые, накид, снова 2 петли вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Затем выполняем 9 лицевых. Дальше вяжем 2 вместе лицевой, но с наклоном уже в правую сторону. Накид, лицевая, накид. На этом раппорт узора заканчивается. Дальше вяжем необходимое количество раппортов и заканчиваем ряд 2 лицевыми, провязанными вместе с наклоном в левую сторону. И остается кромочная петля. Затем мы разворачиваем вязание и изнаночный ряд вяжем изнаночными петлями. Наши накиды также провязываем изнаночными. Я выполнила изнаночный ряд. Приступаем к вязанию третьего ряда. Кромочную снимаем, вяжем 2 лицевые и дальше приступаем к вязанию раппорта. Выполняем накид, затем 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону, дальше 2 лицевые и теперь будем выполнять перекрестие косы. Для этого я 3 петельки снимаю на правую спицу не провязанными, ниточку рабочую подтягиваю и вяжу 3 лицевые. Три петли, которые мы сняли не провязанными, я в них ввожу левую спицу и правую спицу выдергиваю из петель. Обхожу вот эти 3 петли снятые. И 3 крайние петли вновь надеваю на правую спицу. И 3 петельки вот эти провязываю лицевой. Перекрестие готово. Дальше вяжем 3 лицевые. Затем 2 вместе лицевой с наклоном направо. Чтобы петли не были перекрученными, я их вот таким образом разверну. Накид, 3 лицевые. Раппорт узора заканчивается. Дальше опять начинаем повторять необходимое количество раппортов. И заканчиваем ряд, вяжу 1 лицевую и кромочную.
Дальше разворачиваем вязание и изнаночный ряд полностью вяжем изнаночными петлями. Я закончила вязание изнаночного ряда. Приступаем к вязанию 5-го ряда. Кромочную снимаем. Вяжем 2 петли вместе с наклоном направо. И опять же петли поворачиваю, чтобы они не перекрутились. Накид и приступаю к вязанию раппорта. 1 лицевая, накид, 2 вместе с наклоном в левую сторону, 9 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, опять же петли поверну, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. На этом петли раппорта заканчиваются. Мы повторяем необходимое количество раппортов и в конце ряда последнюю петлю вяжем лицевой и кромочную. И теперь вяжем изнаночный ряд, все петли, в том числе и накиды, провязываем изнаночными. Изнаночный ряд готов. Приступаем к вязанию 7-го ряда. Кромочную мы снимаем. Вяжем 2 лицевые. И далее начинаются петли раппорт. Вяжем еще 2 лицевые. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном налево. 3 лицевые. И сейчас будем вновь формировать перекрестие косы. Для этого нить рабочую заводим перед работой, вводим правую спицу в 3 петли, снимаем их не провязанными, рабочую нить подтягиваем, вяжем 3 лицевые. Затем заводим левую спицу с изнаночной стороны и 3 петли, которые мы сняли не провязанными, вводим в них левую спицу. Правую спицу выдергиваем из 6 петель, обходим эти 3 непровязанные петли и надеваем 3 петельки, которые мы провязали. И затем вот эти 3 петли также провязываем лицевой. Вяжем еще 2 лицевых. Теперь 2 вместе с наклоном вправо. Накид. Лицевая. На этом петли раппорта заканчиваем. То есть дальше мы вяжем необходимое количество раппортов и заканчиваем ряд, провязав лицевую и кромочную. Разворачиваем вязание и изнаночный ряд вяжем все петельки изнаночными. Я выполнила изнаночный ряд. Вот что у меня получилось. На этом раппорт узора закончен. Мы постоянно вяжем, повторяя с 1 по 8 ряд. Это схема узора, ссылку на нее я оставлю в описании. Хотела еще объяснить вам один момент. Сам раппорт узора достаточно широкий, и поэтому бывает такая ситуация, что 2 раппорта мало, а 3 слишком много, и нам необходимо выполнить не целое количество раппортов. То есть, например, 2,5, может 3,5. Тогда вместо вот этих вот петель в начале ряда и вот этой петельки в конце ряда мы можем вязать пол раппорта. Вот как на этой схеме. Посмотрите, вот раппорт у нас и начало, за место 2 петель мы вяжем пол раппорта. И в конце за место 1 петельки мы можем связать пол раппорта. То есть можем миксовать как угодно. Например, начать
с пол раппорта, потом провязать несколько раппортов и закончить одной петелькой. Или наоборот, начать, как вот здесь, двумя петельками, провязать затем необходимое количество раппортов и закончить половиной раппорта. На этом у меня все. Если вам понравился данный узор, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. На этом у меня все. Всем пока-пока!